Вот такой обалденно вкусный рассольник я сегодня приготовил. Смотрите, как аппетитно все выглядит, какие запахи здесь на кухне, просто не передать. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я решил сделать суп. Так получилось, что последние 2 дня я ходил, и мне так захотелось рассольник. Думаю, блин, давно я тоже не делал, и думаю, да, я сегодня сделаю. И, конечно, рассольник я буду делать немножко по-другому, чем все делают. Посмотрите, может быть, я вам подкину идею. Суть дела в том, что я не профессиональный шеф, а у себя дома самоучка, и всегда дома можно импровизировать тоже. Потому что я знаю, многие посмотрят, скажут, что это не рассольник, или еще чего-то скажут. Суть дела в том, что получилось вкусное блюдо, и чтобы семья была рада. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, я уже поставил курицу вариться, сейчас как закипит, мы снимем пеночку отсюда. Все, что мне понадобится, у меня здесь на столе уже приготовлено. У меня здесь морковка заморожена, овощи, картошка, все, что понадобится. Как у меня курица закипит, мы добавим ту перловку. Бобы, я буду пользоваться бобами консервированные. Они тоже хорошо туда пойдут в суп. И к этому супу я сказал, что я немножко по-другому сделаю. У меня здесь есть немножко вареной колбасы, я еще эту вареную колбасу пожарю. Так, у меня курица закипела, я снимаю туда пенку сейчас. Пенку я снял, так что сейчас мы отправляем сюда морковку, перловую крупу, и пускай потихонечку это у нас варится. Тем временем я сейчас возьму эту вареную колбасу, порежем маленькими кубиками и пережарим. Я не знаю, наверное, в каждом доме такое есть, что вы покупаете продукты, думаете, что все будут кушать, и вдруг никто ничего не ест. Так получилось у меня с этой вареной колбасой. А чтобы колбаса не пропадала, как я вам сказал, дома можно импровизировать и можно добавить куда-нибудь. А в данном случае, я думаю, что это хорошо пойдет в суп. Так. Так, здесь я взял сковородку, включаю газ под сковородкой. Наливаем масло немножко. Отправляем нашу колбасу сюда. И нам надо эту колбасу пережарить. Такой, чтобы слегка румяный цвет был. Так, пускай пока это жарится, а мы сейчас порежем овощи. Из овощей у меня я взял 1 сельдерей, порежем, тоже хорошо пойдет в этот суп. Так, и сразу же я порежу бочковые огурцы у меня здесь. Какой же рассольник без бочковых огурцов? Они дадут хорошую кислинку туда. Я сам огурцы не солю дома. Мне повезло то, что здесь можно купить бочковые огурцы в магазине. Это польские огурцы, они приходят в пакетах, уже в соке, все такое. Я помню первый раз, когда я их купил для пробы, они по вкусу, так как у меня мама всегда солила. Так что это очень вкусные огурцы здесь. Так. Конечно, не забываем помешивать, потому что, посмотрите, уже края начинают румяниться очень хорошо. Они дадут очень специфический вкус нашему супу. В то же время сюда я отправляю сельдерей и огурцы. Так. Сюда же можно добавить теперь лавровый лист, душистый перец, просто так. И добавлю, у меня смесь польской приправы такая.
И пускай потихонечку это у нас варится. Дадим еще пару минуток здесь пережариться, и тогда мы отправим нашу колбасу в суп. Смотрите, как... Так. А тем временем я взял 2 томата, по-крупному разрежем и отправим это в суп тоже. Из овощей останется только нам порезать картошку. И у меня тут немножко есть зелень, кориандр с укропом. Мы добавим это в последнюю очередь. Как все ингредиенты мы отправим туда в кастрюлю, тогда можно посмотреть, надо ли солить или нет. Так, теперь это мы отправляем в кастрюлю. Итак, колбаса принимает красивый румяный цвет. Я выключаю газ, и пускай еще немножко так дожаривается, и тогда об этом отправим в суп. Тем временем я сейчас возьму консервы с бобами, открою и отсадим от воды. Так, спец у нас потихонечку здесь кипит, очень хорошо. Сейчас мы отправим сюда нашу колбасу. Так. Сюда добавлю теперь лук жареный, сушеный. Если этого у вас нет, вам придется пожарить лук, сделать зажарку. И сюда же отправляю бобы. Бобы отсидел от воды, еще прополоскал тоже. Пускай потихонечку это варится, а я сейчас порежу картошку. Итак, как вы видите, картошку я уже вычистил, покрышил, ждет свое время, как идти в суп. Также я здесь порезал уже зелень, кориандр с укропом, который мы отправим в последнюю очередь, как суп уже готовый будет. И к этому я решил сделать хлеб с полуфабриката. Вот такие батоны у меня здесь, очень удобные. Выпекаются при 180 градусов 10 минут. Такой свеженький хлеб к этому супу пойдет очень хорошо. Так что, как у меня духовка нагреется, я сразу отправляю это в духовку на 10 минут. Итак, наш супец хорошо здесь кипит. Смотрите, какая прелесть. Теперь я сюда отправляю картошку. И дадим покипеть минут 10-15 до готовности картошки. И тогда на этом суп у нас будет готовый практически. И сейчас я попробуем сразу на соль. Мне надо чуть-чуть соль добавить. Добавляйте соль по вкусу. Не забывайте, что у вас уже соленые огурцы здесь бочковые и колбаса соленая, и приправа польская тоже была соленая. Так что лучше не досолить, чем пересолить. Теперь накрываю, пускай минут 15 покипит, пока картошка у нас сварится. И на этом суп будет готовый. Итак, супец у меня хорошо прокипел здесь на маленьком газу. Смотрите, какая прелесть. Как аппетитно все это выглядит. И в то же время, как вкусно все получилось. Я попробовал на соль. Соль у меня достаточно. Теперь я посыплю нашей зеленью. Вот так. Перемешаем. И через 10 минут можно подавать на стол это. Вот такой аппетитный суп получился. Посмотрите, какая прелесть. Запахи вам просто не передать. И, конечно же, как я сказал, к этому супу хорошо идет свежеиспеченный хлеб. Итак, сегодня я поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве супа. А именно я сделал рассольник, моя импровизация. Потому что мне последние 2-3 дня так хотелось рассольника, и я еще подумал, я давно не делал. И получилось обалденно вкусно все. К этому же супу я сделал хлеб с полуфабриката, тоже очень хорошо пойдет с этим супом. Моя семья будет садиться за ужин через пару часов, потому что я сейчас с младшим сыном мы едем на тренировку футбола. У меня младший сын в футбол играет.
И когда мы приедем домой, через пару часиков, тогда вся семья сядет за ужин. А на этой аппетитной ноте хотелось бы прощаться, пожелать вам самого наилучшего, берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.